Приветствую, дорогие зрители! Небольшой тест и одновременно влог моей новой камеры, которую я приобрел совсем недавно. Ну и, соответственно, решил записать для вас свое мнение по поводу, наверное, довольно интересной темы, которая затронула команду Na'Vi в первую очередь. Это, конечно же, запрет Valve на использование тренера как координатора в команде. Насколько вы знаете, команда Na'Vi недавно лишилась Даню Зевса. Мой влог об этом вы можете глянуть у меня на канале. Ну и, соответственно, расчет Na'Vi в первую очередь был на то, что Старик справится с координированием из-за спины, а Na'Vi возьмут крутого, неимоверно крутого стрелка Сашу Симпла и, соответственно, вместе с ним будут порабощать, покорять мир. Естественно, до вчерашнего анонса от Valve все это казалось, фактически правдой. То есть, действительно, невероятные стрелки собрали сейчас Na'Vi, парни с головой, с мозгами. И, соответственно, по-моему, там, опять же, топ-2, топ-3 обеспечено, причем немножко даже легче, да. Опять же, за счет того же Симпла, если брать во внимание тот факт, что он играет очень круто, что он там будет делать по 2, по 3 килла. Если там Зевс, например, так не делал, условно, то Симпл делал. И команда, это опять же такой очень простой подход. Потому что на самом-то деле в команде еще будет много проблем. И, соответственно, если Зевс эти проблемы как-то решал, то с Сашей Симпла, возможно, эти проблемы не будут решаться. Это посмотрим. Это, опять же, рассуждение. Тут лишь время покажет, так ли это. Ну и, соответственно, Na'Vi теперь, не то чтобы не удел, но непонятно, кто будет теперь координировать во время игры. Если Valve действительно введут то, о чем написано у нас на сайте shltv.org, тогда тренер сможет говорить только на вармапе. Это, опять же, спасибо Valve, что вы разрешили кому-то говорить на вармапе. Чтобы вы понимали, на вармапе может говорить любой человек. Даже я, как журналист, могу говорить с командой. Поэтому, на самом деле, тут Valve даже могли этого не писать. Также тренер может говорить во время тайм-аутов по 30 секунд. Теперь у нас 4 тайм-аута должно быть и по 30 сек. Тренер не может говорить на фристайме, тренер не может говорить во время матча. Соответственно, тренер может говорить еще в основном перерыве между сторонами. В итоге получается, что тренер теперь, с одной стороны, он стал тренером, да, то есть не координатором, но с другой стороны, я не понимаю, зачем Valve вот так все кардинально всегда делают. Вот они любители просто обрезать что-то сразу. Это неправильно. Мне кажется, что если в CSGO изначально пошла вот эта вот штука с тренером и тренер-координатор, то я согласен с тем, что можно как-то пересматривать это, но не обрезать. Поэтому для меня очевидно вообще, просто вот очевидно, это возможность тренера говорить на фристайме. То есть тренер, пожалуй, не должен вмешиваться в игровой процесс, когда уже идет матч. Кстати, это связано еще также с тем, что у нас нету никаких дополнительных проверок на какой-нибудь там микронаушник, например, да, для тренера или там для телефона. Глобально это есть, там, мол, подходит админ, просит каждого игрока дать телефон, и тренера в том числе. Но на самом деле, если запараноиться, да, если реально захотеть обмануть админов на турнире, то это можно сделать. Потому что тот контроль, который есть сейчас, он далек от идеала, скажем так. И, естественно, как раз-таки невозможность тренера говорить во время игры, это отчасти может как-то обезопасить от того, что он будет подсказывать, например, во время матча. Но, с другой стороны, это никак не обезопасит от того, что другой игрок просто подскажет, да, у игрока будет какой-нибудь микронаушник и так далее. Но окей, мне просто многие говорят, мол, это решит какую-то проблему, я говорю окей. Но, с другой стороны, Valve, введя это правило, никак не смогут его регулировать на интернет-матчах, потому что тренер, во-первых, может быть в одной комнате с командой, тренер, во-вторых, может сидеть в каком-то другом тимспике. Если допустим, админы будут сидеть в том же TeamSpeak, что и команда.
в любом случае какой-то вариант можно придумать. Поэтому, если ты не можешь пофиксить что-то на 100%, мне кажется, лучше это не вводить. Но посчитали как-то ребята по-другому, и я не знаю, на самом деле, почему они так посчитали, почему они захотели так сделать. Посмотрим, как это будет работать. Не согласен с кардинальностью. Соглашусь, что да, это имеет место быть, они могут так поступать, но просто обрезать, не посоветовавшись. Valve всегда говорила о том, что, мол, мы советуемся с игроками, да, но по большому счету ни с кем они не советовались, потому что большинство профессиональных игроков не поддерживает такое решение. Многие команды играли с тренером, у многих тренер является координатором. Теперь, соответственно, вот те ребята, которые работали аналитиками, они вообще вычеркиваются, то есть они не нужны больше, потому что тренер теперь по этим правилам должен сконцентрироваться сам на анализе демок, на новых тактиках и так далее. Ну и с другой стороны, сам тренер, да, он как бы не лишился своей работы, но его самая важная часть в плане координаторства, она просто нивелирована. То есть тренер теперь работает там на 20-30% от того, что было до сего момента. Ну и, конечно же, это затронет команду Na'Vi, NiP и, возможно, другие коллективы. Ну, опять же, их много. Я не могу сейчас вспомнить, но вы там в комментариях по-любому будете писать, кого это затронет. Это не важно. Многих это затронет. И теперь Na'Vi нужно думать, кто же будет капитан. Но я так поразмыслил, скорее всего, это будет Seized. Но с другой стороны, как другая игра. То есть ты должен и стрелять, и при этом подумать в этот же момент, как сыграет противник, что он делает. В общем, добавляется серьезный фактор, который будет тяжело сдержать. Ну, как-то так. Делитесь своим мнением в комментариях. До новых встреч!